Приветствую, друзья! Планета переживает настоящий хаос. Катаклизмы следуют один за другим. За один день планета получила десятки ударов, и кажется, что природа не собирается останавливаться и только набирает обороты. Это реальность, которую уже невозможно игнорировать. Средиземноморский циклон принес на юг Франции затяжной период опасной непогоды, который к 20-21 декабря перерос в масштабный паводковый кризис. Служба Метео Франс ввела оранжевый уровень тревоги в департаментах Эро и Гар, предупредив о критическом риске наводнений. В горном массиве Севенны, особенно в районе Ле-Виган, интенсивные ливни привели к выпадению аномального количества осадков. Суммарные показатели за период с 19 по 21 декабря достигли от 150 до 180 мм, что спровоцировало переполнение рек. Масштабного затопления центральных жилых кварталов городов удалось избежать, однако многие населенные пункты серьезно пострадали от локальных подтоплений. В городе Самьер ситуация была наиболее напряженной. Река Видурль вышла из берегов и затопила прибрежные улицы и набережные. Вода заполнила подвалы и первые этажи зданий, расположенных непосредственно у реки. Площади в нижней части города оказались под слоем воды и ила, но основная жилая застройка на возвышенности не пострадала. С наводнением, но в меньших масштабах, столкнулись также города Ле-Виган, Кьяни, Виллетель и Марсельярк. Жилые дома вблизи пойм рек пострадали от паводковых вод, зашедших на придомовые территории. Основной ущерб нанесен дорожной инфраструктуре, затоплено более 26 мостов и десятки дорог, находящихся в непосредственной близости к берегам рек Эро и Видурль. Жителям наиболее уязвимых кварталов было рекомендовано переместить ценные вещи на верхние этажи и избегать поездок по затопленным участкам, так как пик паводка на ряде участков еще не пройден. В субботу в США произошел масштабный блэкаут, который оставил без электроснабжения десятки тысяч потребителей, жилых домов и коммерческих предприятий в округе Сан-Франциско в штате Калифорния. По данным энергетической компании Pacific Gas and Electric Co., к вечеру без света оставались около 130 тысяч объектов. Массовое отключение электричества вызвало серьезные сбои в жизни города. Внезапно погасли уличные фонари и рождественские украшения, в местных СМИ появились сообщения о массовом закрытии ресторанов и магазинов. Департамент Сан-Франциско по чрезвычайным ситуациям заявил о значительных перебоях в работе транспорта по всему городу и призвал жителей воздержаться от поездок. Особый хаос на дорогах создали беспилотные такси Waymo, которые автоматически остановились посреди дороги, создавая помехи движению. По информации пожарной службы города, по крайней мере, часть отключений была связана с возгоранием, которое вспыхнуло на одной из подстанций. Однако точные причины всего масштабного блэкаута еще устанавливаются. Власти призвали жителей оставаться дома, пока электроснабжение не будет восстановлено. Позже компания Pacific Gas and Electric Co. сообщила, что им удалось стабилизировать электросеть, и они не ожидают новых отключений, однако несколько районов оставались без света до воскресенья. В пятницу экстремальный шторм накрыл американский штат Вайоминг. На пике активности шторма ураганные порывы ветра повалили около 40 вагонов проходящего грузового поезда. Происшествие случилось ранним утром в одном из самых ветреных коридоров штата, недалеко от поселения Федерал, примерно в 27 километрах к северо-западу от Шайенна. Состав компании BNSF Railway перевозил двухъярусные грузовые контейнеры, которые из-за большой площади поверхности сработали как гигантский парус. По данным местных служб, порывы ветра в этом районе достигали 120-160 км в час, что привело к опрокидыванию вагонов. Сообщений о пострадавших среди железнодорожного персонала или местных жителей не поступало. Инцидент стал частью более широкого погодного хаоса в Вайоминге. В те же дни ураганный ветер скоростью до 230 км в час привел к опрокидыванию десятков грузовиков на двух автомагистралях.
субботу гватемальский вулкан Сантьягита продемонстрировал высокую активность, сопровождавшуюся мощными взрывами и сходом раскаленных лавин. Согласно отчету Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии, активность была сосредоточена на куполе Кальента, где в течение дня происходило до 3 взрывов в час. В результате самого мощного выброса столб пепла поднялся на высоту около 4300 метров над уровнем моря, шлейф протянулся в западном и юго-западном направлениях. Интенсивная эксплозивная деятельность вызвала обрушение частей лавового купола, что спровоцировало сход пирокластических потоков и лавин из раскаленных обломков по юго-западным склонам вулкана. Выпадение пепла было зафиксировано в нескольких близлежащих населенных пунктах, таких как Сан-Маркос-Палахунох, Лома-Линда и Санта-Анита. В ночные и утренние часы наблюдалось интенсивное свечение в кратере. Специалисты продолжают вести круглосуточный мониторинг состояния гиганта, так как продолжающееся выжимание вязкой лавы поддерживает высокий риск новых обрушений и формирования опасных лохаров в каньонах ниже по склону. Жителям региона рекомендовано соблюдать меры предосторожности из-за загрязнения воздуха вулканическими частицами и следить за официальными предупреждениями служб гражданской обороны. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного. В воскресенье на прибрежный город Маргейт и соседние районы провинции Квазулу-Натал обрушились катастрофические ливни, вызвавшие масштабное внезапное наводнение. Интенсивные осадки, начавшиеся во второй половине дня, быстро переполнили дренажные системы и превратили улицы центрального делового района в бурные потоки. Стихия нанесла серьезный ущерб городской инфраструктуре и частной собственности. Вода затопила торговые центры, а также многочисленные жилые дома в Маргейте, Шелли-Бич и Палм-Бич. Непогода сопровождалась сильными порывами ветра, которые вырывали с корнем деревья, в результате чего некоторые дороги оказались заблокированы. В районе Манаба на размытом дорожном полотне образовались глубокие провалы. На многих участках трассы от Маргейта до Порт-Эдварда наводнение привело к транспортному коллапсу. Власти провинции ввели 4-й уровень погодной опасности из-за продолжающихся гроз и угрозы новых паводков. По состоянию на вечер 21 декабря сообщение о погибших или пострадавших непосредственно в Маргейте не поступало, однако спасательные команды остаются в состоянии повышенной готовности, проводится оценка повреждений и оказывается помощь семьям, чьи дома остались без электричества или отрезанными от путей сообщения. Специалисты связывают участившиеся случаи подобных сверхинтенсивных штормов с потеплением Индийского океана, что превращает побережье Квазулу-Натал в зону повышенного риска внезапных наводнений. На индонезийском острове Ява активность вулкана Семеру в воскресенье сопровождалась мощным выбросом пепла и сходом опасных лохаров. По данным Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф, в результате извержения столб пепла поднялся на высоту около 1200 метров над вершиной. Однако наибольшую угрозу в этот день представляли лохары – стремительные потоки из вулканической грязи, пепла и обломков горных пород. Спровоцированные интенсивными дождями на склонах вулкана, потоки воды начали движение по руслам рек, подхватывая пепел и камни. Опасность ситуации усугубляется физическими процессами внутри вулканических отложений. Остаточное тепло в толстых слоях обломков, накопившихся за недели после предыдущих фаз активности, приводит к мгновенному перегреву проникающей дождевой воды. Внезапное испарение вызывает локальные взрывы и выбросы горячей золы, что делает лохар не только механически разрушительным, но и термически опасным. Власти Индонезии сохраняют для Семеру 3-й уровень опасности, призывая местных жителей и туристов держаться на расстоянии не менее 5 километров от кратера и избегать берегов рек в радиусе 13 километров по направлению стока, чтобы не попасть под удар непредсказуемых грязевых потоков.
Ради бро! В середине декабря в Баянаульском районе Павлодарской области развернулась трогательная история, ставшая символом преданности и человеческого сострадания. Местный житель Бауржан Жакупов вместе со своим отцом спас пару лебедей, оказавшихся в ледяном плену на озере Тарсык-Бай. Проезжая мимо водоема, мужчины заметили одинокую птицу на льду. Подойдя ближе, они обнаружили, что это самец, который отказывался улетать, несмотря на лютый мороз. Причиной такой оказалась его спутница. Самка лебедя за ночь намертво вмерзла лапами в лед и была полностью обездвижена. Птица находилась в критическом состоянии, и если бы не вмешательство людей, была бы обречена на гибель от холода или хищников. Бауржан с отцом осторожно и аккуратно освободили самку из ледяного плена. Ослабевших лебедей, которые уже не могли самостоятельно взлететь, мужчины забрали домой. Для пернатых гостей обустроили теплое место и обеспечили их полноценным питанием. В настоящее время птицы чувствуют себя хорошо и постепенно восстанавливают силы. Бауржан планирует оставить лебединую пару у себя на всю зиму, а с наступлением весеннего тепла выпустить их обратно на волю. В воскресенье департамент Альто-Парана в Парагвае оказался в эпицентре мощного шторма, кульминацией которого стало формирование торнадо в районе Санта-Роза-дель-Мондай. Торнадо возник после полудня вблизи Курупайти, расположенного между населенными пунктами Санта-Роза-дель-Мондай и Санта-Рита, всего в 40 километрах от границы с аргентинской провинцией Мисьонес. Метеорологи классифицировали его как F1 по шкале Фудзиты. Торнадо сопровождался проливными дождями и интенсивной грозовой активностью. Значительный урон он нанес аграрному сектору региона. Мощные порывы ветра уничтожили посевы сои, повалили десятки деревьев и опоры линий электропередач, а также повредили крыши и несколько жилых и складских построек в сельской местности. Несмотря на посеянную панику среди местных жителей и существенные разрушения инфраструктуры, сообщений о пострадавших или человеческих жертвах не поступало. Власти призывают жителей сохранять бдительность, так как в южных и восточных регионах страны сохраняется нестабильная погодная обстановка с риском повторных экстремальных метеоявлений. «21 декабря один из самых активных вулканов мира, мексиканский Попокатепетль, продемонстрировал резкий рост эруптивной активности, чем вызвал обеспокоенность у жителей прилегающих штатов Пуэбло, Мехико и Морелос. По данным Национального центра по предотвращению стихийных бедствий, за последние сутки было зафиксировано более 50 мощных выбросов газа, водяного пара и пепла, сопровождавшихся высокочастотными сейсмическими толчками и периодами низкоамплитудного кремора. Самый интенсивный выброс произошел в утренние часы, столб пепла поднялся на высоту около 2500 метров над кратером. Шлейф пепла протянулся в восточном и северо-восточном направлениях. Это привело к значительному пеплопаду в муниципалитетах Пуэбло, Чолула и Атлишко. Власти призвали население использовать защитные маски и избегать физических нагрузок на открытом воздухе. Из-за скопления пепла на взлетно-посадочных полосах была временно ограничена работа международного аэропорта имени Германа Кортеса в Пуэбле. Несмотря на зрелищные выбросы раскаленных обломков, которые разлетались на расстояние до 500 метров по склонам, уровень вулканической опасности сохраняется в желтой фазе, которая подразумевает запретную зону радиусом 12 километров вокруг кратера. Вулканологи предупреждают о возможности внезапных взрывов средней интенсивности в ближайшие дни и просят граждан не приближаться к вулкану. В субботу жители города Бофорт в австралийском штате Виктория наблюдали достаточно редкие и зрелищные облака аспиратусы. Это необычное природное зрелище превратило небо над регионом в подобие бушующего темного океана с четко очерченными волнообразными структурами. Несмотря на свой зловещий и апокалиптический вид, облака не сопровождались штормом или ураганным ветром.
Появление таких облаков в районе Бофорта было вызвано специфическим взаимодействием воздушных потоков и высокой влажности в нижних слоях атмосферы. Метеорологи поясняют, что аспиратусы чаще всего формируются после грозовой активности во время хаотичного движения воздуха. Само явление абсолютно безопасно для людей на Земле и является одной из самых эффектных, но пока малоизученных форм облачности. В декабре 2025 года австралийские серферы и создатели фильмов о водных видах спорта Крис Уайт и Бен Аллен представили уникальные кадры редчайшего океанского феномена, который они обнаружили в 60 километрах от южного побережья Западной Австралии. Место, получившее неофициальное название «Нечто», представляет собой зону над мелководным кольцевым рифом, где при определенных погодных условиях сталкиваются сразу несколько мощных волн. Две основные океанские волны, идущие с разных направлений, встречаются над рифом, глубина воды над которым в центре составляет всего около 1 метра. В момент столкновения энергия удара выбрасывает колоссальный столб воды вертикально вверх. Зафиксированная высота этого водяного гейзера составила около 40 метров. Дрон, снимавший явление на этой высоте, был обдан брызгами. Крис Уайт впервые заметил этот странный всплеск на горизонте еще 10 лет назад, но только в конце 2025 года ему удалось организовать экспедицию и запечатлеть феномен в высоком качестве. Видеозапись вызвала бурное обсуждение в сети. Многие пользователи сначала приняли ее за графику, созданную нейросетями, однако океанографы подтвердили реальность процесса. Профессор Чарита Патьярачи пояснил, что хотя подобные всплески случаются на многих пляжах в меньшем масштабе, уникальная геометрия этого рифа превращает обычное столкновение волн в настоящую природную пушку. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.